Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Агрожилование». Сегодня мы находимся в Харьковской области на фермерском хозяйстве АФ-ЛАН. Это у нас Бровинковский район, село Мечебелово. Со мной сидит рядом руководитель данного хозяйства Александр Леонидович. Здравствуйте, Александр Леонидович. Александр Леонидович – это один из первых людей, который начал испытывать технологию Култан, закладывание опытов в Украине. Мы вместе летали в Германию, смотрели, как практикуют немецкие фермеры технологию Култан и так далее. И вот в прошлом году осенью было принято решение все-таки перейти на технологию Култан, инъекционного внесения жидких азотных удобрений. Вот. И мы приехали сюда, чтобы взять какую-то обратную связь у вас. Как сработало там и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с технологией изначально, то есть как узнали о ней? Почему было принято решение именно внедрить в свое хозяйство? Ну, с технологией познакомился благодаря компании Гюстровер Украина. Ну, сама технология, приехали, рассказали, показали, и как будто бы никаких сомнений быть не должно. Такой способ внесения удобрений, он наиболее эффективный, учитывая то, что мы работаем здесь в условиях рискованного земледелия, с каждым годом все меньше и меньше влаги. И от способа внесения удобрений азотных, я считаю, очень много зависит дальнейшая, так сказать, урожайность, и эффективность и все такое. Ну и рентабельность, в принципе. Ну и, конечно, и рентабельность. Я когда увидел, это то, что надо. То есть мы несколько раз закладывали опыты, с разным эффектом эти опыты. Как-то внутри зародилась вера такая. Такая технология не может быть неэффективной. И вот несмотря на то, что и опыты не всегда они были такими, что мы от них ожидали. То есть иногда мы ожидали больше, а получили меньше. Но все-таки я считаю, что такая она имеет право на жизнь. И в наших условиях, когда катастрофически не хватает влаги, тут, имея удобрения, ты можешь просто их выбросить на ветер и все. А вот если ты вносишь в почву, это уже гарантировано, что они будут усвоены растениями и получится отдача. И вот в прошлом году я решил приобрести для начала небольшой такой агрегат, 6-метровый. Мы использовали активно его в весенний период и на рапсе, и на озимом ячмене, но, к сожалению, на пшенице, так как все это, площади большие, 6-метровый агрегат, он не успевает вовремя все это сделать. Ну, результаты есть. Положительные результаты. Мы на озимом рапсе и на озимом ячмене использовали, хороший получили результат. Кстати, Александр Леонидович, вы сказали о том, что вот осенью было принято решение, да? Кстати, вот вы одно из хозяйств, да, наверное, практически единственное хозяйство, где мы получали действительно самый маленький прирост, да, с технологией Култан. Но люди, наверное, должны знать, что мы сравнивали с посевным комплексом Хорш, то есть мы тоже в почву у вас вносили удобрения, то есть, грубо говоря, только сухие, да, и качественным хорошим агрегатом Хорш, то есть это лидер, скажем так, из подобных агрегатов во всем мире. Вот, поэтому мы получали как бы здесь минимальный прирост, но все-таки осенью вы приняли решение именно взять агрегат. Вот вы еще зимой говорили о том, что после пожнивные остатки на рапсе были, да, и как бы вы подумали и приняли решение, что поверхностно носить это будет менее эффективно, нежели инъекционно. Вот. А посевным комплексом, той же сеялкой идти по рапсу, это в принципе очень большой риск. Абсолютно правильно. Мы вот в прошлом году купили сеялку, тоже Хорш Фокус для посева рапса по нулю, то есть по стерне. Эта сеялка очень хорошо себя зарекомендовала. При минимальных количествах влаги в почве нам удалось получить всходы. Да. Но много пожнивных остатков, они остаются на поверхности. Если вносить КАС традиционным способом через опрыскиватель, то, как мне кажется, очень много касса останется на поверхности. Хорошо, если пойдет дождь, а если не пойдет. Попадет в питательные вещества, азот попадет в почву, и когда он попадет, через сколько его там останется, то Култан, конечно, несомненно, снимает все вот эти риски. И потому мы полностью по рапсу работали Култаном, что позволило нам получить довольно неплохие результаты по этому году. Это классно. Так, еще вопрос такой. Почему вы остановились именно вот на агрегате украинско-немецкого производства, который изготавливает наша компания «Агрожилование»? Потому что у вас вся техника импортная, есть возможность взять любую, в принципе, я так понимаю, технику, европейскую, там, да, либо американскую. Вот. Почему именно стал выбор именно на наш агрегат? Потому что, во-первых, давно знаю тебя, знаю как порядочного
такого человека. Во-первых, все рабочие органы на этом агрегате украинском, не все, те, которые подвергаются износу там, и так далее, они все импортного производства. КВД немецкого, да. Да, украинские там просто емкость, рама, вот и все. Да. Я думаю, что... Выбор стал очевиден. Да, скажем. выбор стал, ну и цена, конечно. Мы сейчас взяли, конечно, для нас 6-метровый агрегат это очень маленький, нам бы надо и больше. Ну, это как Как испытательный. любой аграрий, мы там присматриваемся, так сказать, для того, чтобы полностью перейти на технологию культан, Надо быть уверенным. надо быть уверенным. А с каждым годом или с каждым периодом уверенность это крепнет у нас. Так что не за горами, если вы улучшите качество нового, там, 12-метрового, и цена будет доступной. А для этого, чтобы перейти полностью, нам надо подготовиться, нам надо большие емкости для кассы, надо так, чтобы он зимой, чтобы купить его в такой период. Не где он- сезон. Да, и чтобы он зимой не испортился, не замерз. И мы весной беспрепятственно, и оперативно, и быстро могли его вносить. Ну да, да. Вот так. Я Скажите, пожалуйста, по каким-то поломкам, нюансам, вот, по агрегату, там были какие-то или нет? Вот, вы всю весну отработали? Ну, нет, мы сделали им 700 гектаров, вот, отработали. Вот самые такие рабочие, где мы больше всего боялись, это вот распределительный, вот этот узел распределительный. Там ничего не потекло, слава богу. А такие мелкие поломки, ну, там, копеечные. Ну там вот Да, этот штуцер, там где шланг одевается. Да, это, того. это просто мелочь, это все так ломается. Нам просто, мы какой-то опыт приобретаем, мы теперь будем знать, что на сезон у нас всегда под рукой должно быть, в кабине трактора должно быть раз, приехал, заменил, 2 минуты и поехали работать. Ну да, На следующий год мы, может, этим агрегатором больше сделаем. ну да. И- Но это у вас с палками, я знаю, что у вас вы на хозяйстве оставляете после подсолнечника Да, палки да, да, высокие, да. то Мы есть по для того, нулю чтобы работаем. удерживало снег на полях, задерживало и так далее. Это очень классно, правильное решение, потому что мы, когда едем даже по вашим соседям иногда видим весной, что все сугробы, они в посадках где-то находятся, да, либо около дороги. Это правильное решение, но все аграрии, наверное, понимают и знают, что палка это такая штука, что если прям на нее наезжаешь, то можно и радиатор на тракторе пробить элементарно. Во-первых, почему мы сеем по нулю? Потому что в нашей зоне нельзя землю ковырять и так далее. Влага уходит, а так подсолнух держит влагу. Убрал подсолнух, сразу сеешь и получаешь всходы. Во-вторых, зимой он задерживает проект. Ты говоришь, что снег там больше и так далее. Нам не мешает палка. Ни при уборке, ни при внесении удобрений, ничего Отлично, не да? мешает. Это, там, Нюансы такие, да, издержки, да, скажем да. так, работают. Да, Здесь больше плюсов, чем минусов. согласен. Так, ну и по результату вы уже сказали. В принципе, результатом вы довольны, хоть опыты здесь и не закладывали, да. Но визуально, я так понимаю, что вы наблюдали с самого начала, там, с весны, да, там, до уборки, что было явно видно, что действительно поля хорошо выглядят после технологии. Вы даже рассказывали, что где-то трактор вильнул, и там было видно Ну, прям конечно, вот эти конечно. пропуски. Ну, Да? это очевидно. Там, где не внес, там нет развития хорошего. Там, где внес, там все хорошо. Так что я думаю, что за такой технологией будущее мы все равно, наверное, придем к жидким удобрениям, потому что влаги все меньше и меньше. Чтобы твердые растворились, нам нужна влага, особенно весной. Ну да, да, согласен. Все, спасибо вам большое. Заезжайте. Хорошей вам работы, Спасибо. хороших урожаев и обильных осадков. Ну а с вами Спасибо. була компанія «Агрожилення». Компанія «Агрожилення» – це жилення рослин без страт азоту.